Всем привет, это Иван Жданов. Сегодня 9 мая, и мы знаем этот день как день памяти великому подвигу советских солдат, как день победы над нацизмом, над гитлеровской Германией. Но сегодня мы видим, как нацизм, фашизм поднял голову в самом центре нашей страны, прямо в Кремле. И 2,5 месяца продолжается война, которую начал Путин. Сегодня поговорим о том, как прошел парад, разберем отступление украинских войск под Попасной и, конечно, не забудем про международные новости. Но начать я хочу с небольшого фрагмента речи Путина на Красной площади. В эти дни вы сражаетесь за наших людей на Донбассе, за безопасность нашей Родины, России. Вот начнем с этой наглой лицемерной свиньи. Те, кто защищает свою родину, обороняются на своей земле, а не вторгаются на чужую землю, начиная агрессивную войну. Но давайте сначала про военные действия, потому что это важно, это реальная война. Российские силы под Изюмом готовятся продолжать наступление. Так пишет Американский институт изучения войны. Однако пока мы не видим никаких признаков новой большой атаки в этом районе. И вообще весь фронт как будто замер. Небольшие изменения есть только в районе Попасной. Украинские войска оставили город, отойдя на подготовленные позиции. Об этом сообщила украинская сторона. От Попасной буквально ничего не осталось. Продолжительными артобстрелами путинская армия сравняла город с землей. Поэтому украинцы оставили город и закрепились западней. Судя по всему, рядом с поселком Дружба. Это в 3 километрах от Попасной. На Google карте можно найти спутниковые снимки 2 укрепрайонов. Судя по всему, это старое укрепление. Наверняка сейчас они усилены и укреплены еще сильнее. Вот посмотрите на общем снимке. В общем, никакого значительного продвижения российских войск нет. Несмотря на это, локальные упорные бои продолжаются по всему фронту. Обе стороны несут потери, но российские часто в среднем теряют на треть больше сил, чем украинцы. Не помогает даже преимущество по технике. Мы получили уже как минимум 2 свидетельства уничтожения танка Т-90М «Прорыв». Это самый современный и продвинутый танк в российской армии. Не спрашивайте про «Армату», ее не существует. Продолжаются обстрелы украинских городов. Вчера путинские ракеты вновь атаковали Одессу. Было сразу несколько попаданий в разных частях города. Совершенно неясно, какую военную цель могут преследовать такие атаки. Вот посмотрите, уничтожен какой-то отель или частный дом прямо на побережье. Сообщали, что жертв нет. Вот зачем это делается? Я думаю, что Путин целенаправленно устраивает террор мирного населения Украины. Тем временем по всей России начались парады Победы. Они проходят во многих городах, и вот какую картину мы увидели в Екатеринбурге. Они буквально не постеснялись налепить на руку свастику и пойти маршировать на параде, посвященном победе над фашизмом. А вот еще абсурдный элемент парада. Вот такая платформа, с которой военные целятся из автоматов мирных жителей. Это же именно то, что сейчас российские солдаты делают в Украине. А в Новосибирске на шествии Бессмертного полка задержали активиста Владимира Салтевского. С плакатом «Мы воевали за мир, вы выбрали войну». А еще победили тот фашизм, победим и этот. Активисты хотят обвинить по статье об отождествлении действий СССР с действиями нацистской Германии. Но это неверно. Он отождествляет действия Путина с действиями нацистов. С чем мы все можем только согласиться. Вообще на акцию «Бессмертный полк» пришло много адекватных людей. А проукраинские хакеры с утра сделали все, чтобы любители телевизора узнали правду. Были взломаны спутниковые системы. Вместо программы передач люди видели вот такой текст. Кроме того, в России положили сайт Рутуба. Отлично, ничего там кроме пропаганды нет. И лучше смотреть, конечно, YouTube. А сайт Ленты.ру наполнили правдивыми сообщениями о войне. И давайте к главной новости дня. Путин
давайте называть его так, произнес речь на Красной площади, в которой ничего не сказал ни про войну, ни про мобилизацию. Хотя, конечно, с темой Великой Победы 1945 года он сразу съехал на истеричное обвинение Украины и НАТО. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Повторю, мы видели, как разворачивается военная инфраструктура, как начали работать сотни зарубежных советников, шли регулярные поставки самого современного оружия из стран НАТО. Опасность росла с каждым днем. Россия дала упреждающий отпор агрессии. Это было вынужденное, своевременное и единственно правильное решение. Ну, во-первых, извиняюсь за Путина, во-вторых, понятно, что его нужно называть по-другому, но у нас все-таки серьезные новости. И, честно говоря, мне намного ближе к реальности, ко мне другая сегодняшняя речь британского министра обороны Бена Уоллеса. Он сказал, что Путин, его ближний круг, его генералы, вторгнувшись в Украину, копируют фашизм и тиранию 70-летней давности. Конечно же, оккупационные путинские войска не удержались и провели свои акции на захваченных территориях. Хорошо, хоть обошлось без военных парадов, организовали только акции «Бессмертный полк», вот, например, в Херсоне. Подобное происходит по всей области. Кроме того, акцию провели и в Мелитополе. А знаете, что самое ужасное? Ведь до вторжения в Украину, до войны, акция «Бессмертный полк» проходила в украинских городах. Даже вот с самого начала войны, уже в 2014 году, была колонна в Киеве. Вот фото, например, 2018 года. Если бы не Путин, то не было бы той вражды, которая сейчас препятствует вместе отмечать День Победы в Великой Отечественной войне. Но фашистский режим Путина разрушил все. На сегодняшнем параде в Москве не было ни одного иностранного лидера. А вот в Украину они продолжают приезжать с визитами, и это совершенно объяснимо и правильно. Вчера в Украину приезжал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Он, среди прочего, посетил разрушенный город Ирпень. И в Киеве тоже побывал. Кстати, обратите внимание на длину стола между Трюдо и Зеленским. Это не стол Путина. Кроме того, вчера Украину посетила первая леди США Джилл Байден. Она побывала в Ужгороде. Это город Закарпатья на западе Украины, на границе со Словакией. Там супруга Байдена посетила центр для эвакуированных и встретилась с женой Зеленского. Такие визиты – это важный и символический жест. К помощи Украины присоединяется помощь Украине не только символическая. Великобритания, например, вчера вечером ввела новый пакет торговых санкций против России и Беларуси на 1 миллиард 700 миллионов фунтов стерлингов. В том числе повышаются тарифы на импорт российских товаров, включая платину и палладий. А надо понимать, что Россия занимает первое место в мире по производству палладия, и для России важна возможность его экспортировать. Еще в России теперь нельзя ввозить из Британии машинное оборудование, химикаты, пластмассы, резину. Продолжаются санкции не только торговые, но и персональные. Госсекретарь США Антони Блинкен вчера заявил, что США вводят запреты на выдачу виз. Под них попали более 2500 российских солдат и белорусских, кстати, тоже, военных чиновников, в том числе тех, кто подозревается в расправе над мирными жителями в Буче. Еще в США ввели санкции против Первого канала, Россия-1, НТВ. Американским компаниям запретили предоставлять им оборудование и размещать у них рекламу. Жозеп Боррель, это глава евродипломатии ЕС, предложил выделять деньги на помощь Украине из российских золотовалютных резервов, замороженных на Западе. На стороне Украины сейчас не только западные политики, но также и звезды. Вчера, например, в Киев приехали музыканты из группы U2 и сыграли концерт прямо в метро. Вот если просто посмотреть, что на обычном бытовом уровне происходит в Украине и что происходит в России, то сразу станет понятно, кто сегодня прав. Пока в Киеве дают концерты мировые звезды, у нас творится вот такое. Даже непонятно, то ли смеяться, то ли плакать, но скорее все-таки ужасаться. Какие-то люди взяли детей, нацепили на них свастики и заставили маршировать, чтобы, видимо, отчитаться перед начальством. Можно ли представить себе что-то более мерзкое, более циничное? Это все привязано к тому дню,
когда мы привыкли вспоминать людей, погибших на страшной войне. Раньше День Победы был священным праздником. Я с самого помню, как отмечал постоянно в Одессе, как там воспринимался в Одессе это как самый, чуть ли не самый главный праздник. Все выходили отмечать, там ветераны выходили в форме, были салюты, были парады. Но пришел Путин и начал постепенно приватизировать этот праздник, приватизировать День Победы. Он увеличил помпезность, повсюду стал приплетать войну, победу. Потом Кремль отобрал себе акцию «Бессмертный полк», которая изначально была придумана томскими журналистами. Теперь Путин взял свою свастику, символ убийства мирных жителей Бучи, Харькова, Киева, Одессы, символ осажденного и уничтоженного Мариуполя. Он взял эту свастику и налепил ее на символ победы над нацизмом. Он тем самым, конечно же, уничтожает священный для многих праздник. Хотели еще в небе показать свастику, но отменили. Говорят, на аэродромах нелетная погода. Но я уверен, что отменили просто потому, что ну уж слишком явно ассоциации. И мы видим, как на Красной площади в буквальном смысле проходит парад фашистов. Тот парад, который хотел провести Гитлер, но не смог. А Путин смог. Потому что народ Советского Союза, русские, белорусские люди, украинцы и все вместе отбросили фашистов от Москвы. Но сейчас мы видим, как нацизм снова поднял голову. Прямо в Кремле. И, конечно, мы должны с ним бороться. Обязательно распространите это видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал и оставьте комментарий, свое мнение на происходящее. А вечером не пропустите стрим в 19 часов. До завтра.